Бисмиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях. Абу Саид аль-Худри передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, просил у Аллаха защиты от сглаза джиннов и от сглаза людей. Однако после того, как были ниспосланы суры «Рассвет» и «Люди», он стал читать их и оставил все остальное. Саляма, да будет доволен ею Аллах, передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал девушке с темным пятном на лице, сидевшей у нее дома: «Попросите прочитать ей заговор, рукью. Поистине, у нее сглаз». Из этих двух хадисов становится ясно, что источником сглаза может быть как джин, так и человек. Поэтому каждый человек должен поминать Аллаха, когда снимает одежду, смотрится в зеркало или делает что-либо другое для того, чтобы уберечься от вреда джиннов и их сглаза. Лечение сглаза. Существует несколько способов лечения сглаза. Я упомяну здесь некоторые из них. Первое. Омовение того, кто сглазил. Если известен тот, кто сглазил, его просят совершить омовение определенным образом. Затем воду, которую он совершал омовение, выливает сзади на больного, и он, по милости Аллаха, выздоравливает. Абу Умама ибн Сахль ибн Хунайф передает: «Мой отец Абу Сахль ибн Хунайф купался в Аль-Харраре и снял верхнюю одежду, в то время как Амир ибн Рабия смотрел на него. Сахль был белокожим, и кожа его была красивой. Увидев это, Амир сказал: «Никогда еще не видел я подобной кожи, даже у девственницы, не покидавшей своего дома». В тот же момент Сахль согнулся от сильной боли и застыл на месте, и боль его стала усиливаться. Об этом сообщили посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и передали также, что он не в состоянии поднять голову. Он сказал: «Вы подозреваете кого-нибудь?» Они ответили: «Амира ибн Рабия». Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, позвал его и поругал, а потом сказал: «За что один из вас убивает своего брата? Разве трудно было призвать на него благословение? Омойся для него». После этого Амир омыл в посуде свое лицо, руки, локти, колени, стопы и то, что под изаром, а затем вылил эту воду сзади на Сахля, который в тот же миг выздоровел. Ученые разошлись в понимании слов «тот, что под изаром». Кто-то считает, что это та часть тела, которую скрывает изар. Другие считают, что имеется в виду половые органы или бедра, потому что они скрываются изаром. Кади ибн аль-Араби сказал: «Очевидное наиболее сильное и истинное мнение, что это та часть тела, которая закрывает изар». Давайте подробно разберем, как совершается омовение. Ибн Шихаб аз-Зухри сказал: «Наши ученые, те, кого мы застали, описали омовение следующим образом. Для того, кто сглазил, приготавливается посуда, куда он опускает руки, и, набрав воды, полощет рот. Воду после полоскания он опять сплевывает в ту же посуду. Затем он моет свое лицо, чтобы вода стекла в ту же посуду. Затем он опускает левую руку и, набрав воды, выливает ее на правую ладонь. При этом вода должна стекать в посуду. Затем он опускает правую руку и, набрав воды, выливает ее на левую ладонь, причем вода должна стекать в посуду. Затем, набрав воды левой рукой, он выливает ее на правый локоть. Затем, набрав воды правой рукой, он выливает ее на левый локоть. Затем, набрав воды левой рукой, он выливает ее на правую стопу. Затем, набрав воды правой рукой, он выливает ее на левую стопу. Затем, набрав воды левой рукой, он выливает ее на правое колено. Затем, набрав воды правой рукой, он выливает ее на левое колено. При этом вода должна стекать обратно в посуду. Затем он опускает то, что под изаром, в посуду и, не ставя посуду на землю, разом выливает всю воду на голову пораженного сглазом сзади. Обоснование такого омовения. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Сглаз истина, и если бы существовала вещь, способная состязаться с предопределением кадар, это был бы сглаз. И когда вас попросят омыться для пораженных сглазом, то омойтесь». Айша, да будет доволен ею Аллах, передает: он велел сглазившему омыться, и тот омывался. После чего этой же водой омывался тот, кого сглазили. Эти два хадиса, а также некоторые другие, являются обоснованием малого
или большого омовения, сглазившего для того, кого он сглазил. Другие способы. Следует возложить руку на голову больного и сказать: «Именем Аллаха заклинаю тебя от всего, что причиняет тебе страдания от зависти завистника и от каждого обладающего дурным глазом. Да исцелит тебя Аллах». Второе. Следует возложить руку на голову больного и сказать: «С именем Аллаха да излечит он тебя и исцелит от любого недуга, и от зла завистника, когда он завидует, и от зла каждого обладающего дурным глазом. Да исцелит тебя Аллах». Еще один вариант. Следует возложить руку на голову больного и сказать эти слова: «О Аллах, Господь людей, удали болезнь и исцели. Ты исцеляющий, нет исцеления, кроме как от Тебя. Исцели исцелением, не позволяющим болезни вернуться». Затем следует вылить воду на голову больного одним разом сзади так, чтобы вода намочила все его тело, и по милости Аллаха он выздоровеет.